Почему 22 год для меня получился самым плодотворным? Меня зовут Даша, и я рада приветствовать вас на канале Dasha Models снова. А в уходящем году я построила просто рекордное количество моделей. И в этом видео я расскажу, какая мне чем запомнилась и как она на меня повлияла. А ты напиши в комментариях, какие модели ты построил и чем они тебе запомнились. А начался у меня год с постройки КАМАЗа К5. Это самый современный на данный момент грузовик с берегов Камы. И тогда я даже не подозревала, что этот год можно смело назвать для меня годом КАМАЗов. КАМАЗов я просто построила огромное количество и самых разных. И о других КАМАЗах мы поговорим чуть позже, но именно этот КАМАЗ я строила с большим энтузиазмом, ведь я еще не знала, что таких моделей мне предстоит построить еще, наверное, парочку, если не больше. А дальше я построила просто огромную модель боевой машины пехоты от фирмы «Звезда». И машина была на платформе «Армата», и таких я еще не строила. И у меня отлично получился характерный зеленый оттенок современной российской армии. Но модель у «Звезды» получилась довольно интересной, но для меня слишком большой. А тему отечественной бронетехники на моем канале поддержала модель танка Т-62. Эту модель заказал в подарок своему сослуживцу мой зритель. И также он ветеран афганской войны. Так что работать над этой моделью мне было довольно интересно, и тем более я попыталась воспроизвести реальный прототип. А купить танк можно в магазине «Модельная лавка». Постоянные скидки, оперативное появление новинок в продаже, бесплатная доставка при заказе от 3000 рублей. А используя этот промокод, ты получишь скидку в 500 рублей на свой первый заказ. Ссылочка на магазин и промокод поищи в описании к видео. И моя первая авиационная модель 22 года это был штурмовик Ил-2. Опыт в постройке авиации в 48-м масштабе, да и авиации вообще у меня довольно мал. Но начинать надо же с чего-то. Так что постройка Ил-2 была очень интересным опытом и отличной тренировкой перед самой интересной моделью авиатехники в этом году. И да, постройку всех моделей, что вы видите в этом обзоре, я показала на своем канале. А также я очень рекомендую подписаться на другие мои ресурсы. Например, на Дзен. Там регулярно выходят статьи и видео о моделизме, а также у меня есть запасной аэродром в виде канала на YouTube. А в моей группе ВК всегда идут жаркие обсуждения моделей, и благодаря телеграм-каналу вы не упустите новый контент. Все ссылочки есть у меня в описании к видео. Ну а следующая модель тоже показалась довольно интересной, и других я просто не строю. Это была «Катюша» на шасси американского грузовика Chevrolet от фирмы ICM. Все привыкли видеть эти легендарные установки на базе ЗИСов или Судебекеров, а тут на шасси и от Chevrolet. А работать над этой моделью было довольно интересно. Особенно было интересно узнать историю этой машины. Ну а более подробно узнать о судьбе вообще грузовиков Chevrolet в СССР вы можете и на моем втором канале Даша Техник. Ну а самая эпичная стройка этого года – это ледокол «Арктика». Я была поражена размерами этого корабля. Да и работа над ним у меня заняла неприличное количество времени. Но результат того стоил. Очень любопытный опыт. Мне даже, кстати, понравилось. А эта Нива для хулиганов была сделана в конце февраля. В прошлом году я строила Ниву «Скорую помощь». И получилась она у меня не самым лучшим образом. И мне нужно было реабилитироваться. И вот ради победы над собой я решила собрать еще одну Ниву. Но несколько в другом стиле. Хулиган расклеен соответствующими наклейками, которыми пацанчики украшают свои тачки. Такая довольно харизматичная моделька. А прикольная модель советского грузовичка вышла у фирмы «Звезда» СТЗ-5. И такую милашку я просто не смогла обойти стороной и тоже решила ее собрать. И самое прикольное, что в тот момент, когда я ее собирала, на выставке «Мотора войны» как раз проходила демонстрация этого трактора. Так что после такого вдохновляющего действия модель трактора у меня получилась очень даже хорошенькой. А также я давно хотела построить модель настоящего гиганта, этого БелАЗа. Мне всегда привлекали именно вот такие машины, есть в них что-то такое притягательное. И я захотела построить настоящего работягу на карьере. И результат у меня получился именно такой, как я и планировала. Но сейчас эта модель находится в частной коллекции. А также еще одну модель машины, которая пришла на помощь Советскому Союзу, я построила в марте уходящего года. Это был Шерман от фирмы «Звезда». И особенностью этой машины стала надпись из цитаты великого русского полководца Суворова: «Русские прусских всегда бивали». А сам результат работы над этой моделью мне тоже очень понравился. У меня тут отлично получилось поиграть с оттенками американского олив-драпа. Ну а после американской брони я решила вспомнить и о немецкой броне и построила малыша штук 4 в набирающем мою любовь масштабе в 100-м. Быстросборная милаха получилась довольно аккуратной и теперь в ряду других клопиков украшает мою полочку. И я решила разнообразить свой ровный строй отечественных грузовиков таким вот шагающим агрегатом. Это Урал-шагоход. Еще одна моя постройка за этот год.
Но почему-то русские зрители не сильно оценили фантастические модели, и это довольно странно. Интересно, как вообще публика относится к технике из Вархаммера? Осторожно, это спойлер. Но этот шагоход не остался в одиночестве и продолжил свою жизнь в составе диорамы с русскими геологами из будущего на поверхности некой планеты, которая напоминает мир игры Death Stranding. А вы еще не забыли, что 2022 год я назвала годом КАМАЗов. Так что не расслабляемся и встречаем второй КАМАЗ этого года. Это тягач КАМАЗ К5 с огромной фурой. И я намучилась с этой моделью, потому что она была окрашена в белый цвет. И это довольно очень сложный цвет, так что если вы упустили, почему я так не люблю этот цвет, пересмотрите это видео. А третий КАМАЗ этого года это был оранжевый самосвал в 35-м масштабе от фирмы «Звезда». И это еще не один мой необычный опыт в постройке моделей в этом году. Очень нестандартный масштаб для гражданской техники, но мне в принципе понравилось. КАМАЗы надо разбавить, а то у меня получился сплошной сборочный цех автозавода из Набережных Челнов на моем рабочем столе. Я решила стать Дорой из берлинского Алкет и собрала модель немецкого гиганта танк Маус. Очень приятная в сборке модель, и самое главное, что это очень харизматичный прототип. Танк, который не сделал ни одного выстрела на поле боя, но успел стать легендой. Хотя я читала, что один все-таки прототип вроде бы как и сделал пару выстрелов, но по наступающим советским войскам. И нельзя забывать о долгостроях. Я, наконец, спустя год достроила свой ЕРАЗ. Именно эта модель открывает череду автомобилей родом из Кавказских республик Советского Союза. Я хотела сделать автомобильчик специально таким вот сереньким и неказистым, как большинство автомобилей из эпохи 90-х. Может быть, это просто кинематограф создал такой образ. Одной из самых интересных авиационных моделей этого года стал вот этот штурмовик Су-25. Модель от фирмы «Звезда» в очень крупном 48-м масштабе. И благодаря этой модели я еще больше прокачала свои навыки в авиации. Но вопросы к модели, конечно же, есть. Зато благодаря 3D-декалям у меня получился классный кокпит. А в этом году АВД обновили модельный ряд ЗИЛ-130, чему я была просто очень рада. Ведь эти автомобильчики родом с московского автозавода меня всегда привлекали. А в чем их привлекательность, вы можете узнать из моих ранних видео. И я просто не смогла пройти мимо этой новинки. И я собрала цементовоз с тягачом ЗИЛ-130 во главе автопоезда. И снова буханочка. И на этот раз это 4-е хлебобулочное изделие от Ульяновского автозавода, которое я собрала. И на этот раз я решила сделать классический зеленый вариант легендарного УАЗика. А теперь самоходка Су-100 продолжила мои летние модели. И я давно присматривалась к постройке такого образца. Я уже давно как-то собирала несколько Т-34, и вот до самоходки на их базе все никак не могла добраться. А модель от фирмы «Звезда» в 35-м масштабе получилась довольно интересной, хотя цвет, мне кажется, вышел довольно странным. А после автомобиля из Еревана я просто была обязана построить грузовичок из Кутаиси. И что я и сделала. Вот эта симпатичная моделька в ярком зеленом окрасе украшает полочку посреди голубых зилков. Да, работа над этим тягачом заняла у меня чуть меньше недели, как, в принципе, и все модели от АВД, чем они мне и нравятся. Малышка Пума в 100-м масштабе продолжает линейку немецких клопов. Еще одна быстренькая и приятная в работе модель. И над такой мелочевкой единственное, что пришлось немножко постараться в окраске кисточкой. А теперь прикольный носатый ЗИЛ продолжает летнюю серию моделей. Как только вышла эта модель грузовичка, я просто не смогла пройти мимо. Во-первых, это ЗИЛ. А я очень люблю строить модели изделий Московского автозавода. Да еще какой редкий, это экспериментальный. И в нем есть что-то привычное от 130-го ЗИЛа и что-то более современное. И самой работой над этой моделью я осталась довольна. А еще у меня есть установка раз в год строить модель подводной лодки. И на этот раз этот год не стал исключением. Я решила попробовать для себя 350-й масштаб и построила немецкую подводную лодку из фильма Das Boot. В целом это был довольно интересный опыт, но такие модели, конечно, лучше брать в более крупном 144-м масштабе. А эта симпатяшка Шкода стала моей следующей моделью. И мне понравился такой странненький, необычный прототип. Думаю, что вы, скорее всего, никогда не видели таких грузовичков, чем интереснее было работать над этой моделью. А информации об этой Шкоде в интернете довольно мало, да и в своей библиотеке я тоже ничего не нашла. Но моделька получилась очень симпатичной.
Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь» стал еще одной моделью по военной тематике. Это интересный прототип и интересный масштаб 72-й. И самое крутое, что когда я работала над этой моделью, проходила выставка «Армия-2022», где можно было поближе познакомиться с этим прототипом. И заметьте, это тоже КАМАЗ. А это танк Т-70, и он продолжает военную тематику на моем канале. И в этом видео я поразмышляла, почему все неправильно красят советскую технику времен Второй мировой войны. И вывод, как всегда, получился довольно необычным. А за подробностями я приглашаю вас к просмотру этого видео. А вы еще не забыли, что 22 год стал для меня годом КАМАЗов. А вот эта конверсия военного полноприводного КАМАЗа из армейского образца стала очередной моделью, изображающей грузовик с берегов Кама. А после КАМАЗа я построила ЗИЛ, и это модель говновоза. Это, наверное, самая удачная модель в этом году. У меня отлично получился тут и оранжевый цвет, и голубой цвет кабины, и я тени нанесла довольно уместно и интересно. В общем, этот грузовичок мне показался самым реалистичным. И мне захотелось построить еще и мини-тигра. И его я обязательно построила. Этот клопик в 100-м масштабе, и он пополняет мою клоп-панцерваффе у меня на полочке. Наступила осень, она выдалась довольно вертолетной, и первым винтокрылым аппаратом стал Ми-24 в огромном 48-м масштабе. Работать над такими вертушками мне еще не приходилось, но опыт для меня оказался довольно интересным. Эта штука у меня даже не помещалась в окрасочную камеру. В наступающем году мне предстоит построить еще Ми-8 в том же 48-м масштабе. И еще один КАМАЗ вышел из ворот моего цеха. И на этот раз это был армейский трехосный вездеход в 35-м масштабе от фирмы «Звезда». И я не стала на него наносить никакие либо символы, ведь у меня есть куча других моделей, куда можно это сделать. Dodge 3/4 стал очередной моделью техники Ленд-Лиза этого года. И мне понравилось, как у меня получился водитель. Он получился весьма довольно харизматичным. Второй современный танк в этом году – это Т-54. И я редко обращаюсь к теме послевоенного танкостроения, так что модель была довольно интересной разминкой. Это модель от фирмы Миниарт. И в своем видео я рассказала, почему я не очень люблю этого производителя и почему я его не рекомендую новичкам. А это вертолет К-50 продолжил мою винтокрылую осень. Это старенькая модель от фирмы «Звезда» в моем исполнении. И сейчас он украшает частную коллекцию. Самый большой советский довоенный танк Т-35 украшает сейчас и мою полочку. Это модель от «Звезды», и она в моем любимом 72-м масштабе. Очень прикольная и самая необычная модель этого года – это КАМАЗ, и на этот раз раллийный. Да, это очередной КАМАЗ, и я уже сбилась со счета, какой именно. Самая любопытная модель. И я боялась проблемы с декалями при постройке этого образца, но все обошлось. Так что я очень довольна этим результатом, и модель очень классно смотрится на полке. Диорама со стреляющим танком Т-34. Я давно хотела попробовать воспроизвести технику имитации танкового выстрела, и заодно поделилась ей с вами. И для первого опыта у меня получилось вполне даже неплохо. А это «Армата», герой самого скандального видео этого года. И западным партнерам не понравилась ироничная канва видео. И поэтому сейчас это видео в оригинале недоступно на YouTube. Но вы всегда сможете найти его на Дзен-канале. А это очередной КАМАЗ К5. И это уже третий по счету работа над этой моделью вогнала меня просто в ярость. Я ее перекрашивала несколько раз, но результат того стоил. Это опять белый цвет. А это КРАС от АВД в 72-м масштабе. Он стал одной из последних моделей этого года. Этот миниатюрный гигант у меня получился довольно выразительным, и результатом я очень довольна. И последняя в уходящем году – это модель пожарной автоцистерны на шасси грузовика ГАЗ. Это первая моя пожарная машина после долгого перерыва в работе над пожарной техникой. Так что я очень советую ознакомиться с этим видео. Ведь модель получилась на загляденье. И вот столько моделей я смогла построить в этом сложном 2022 году. Спасибо, что весь год вы были со мной. Желаю вам счастья, здоровья в новом 2023 году. Сохраняйте бодрость духа и знайте, что несмотря ни на какие катаклизмы, каждые выходные вас обязательно будет ждать новый выпуск на канале Dasha Models. Увидимся в новом году. До новых встреч. Пока-пока.